Всем привет! Очень надеюсь, что вы соскучились по мне точно так же, как и я по вам. Я вчера не снимала, да, и, собственно, нечего было, потому что вчера был какой-то очень такой день ленивый. Приехали родители, я вам покажу, конечно же, какие мне бабушка передала цветочки. Вы же знаете, что она мне всегда их передает. Вот, сейчас буду умываться, чистить зубки. Так что обязательно пишите, если вы по мне скучали. Я вчера сходила на почту, забрала наши с мамой стекла для телефонов. Правда, мы никак не можем их поменять, точнее я, у мамы-то еще более-менее. У меня уже такой себе. Вот. Еще я сейчас пост писала для Инстаграма. Скоро буду выкладывать его и хочу обсудить попозже. Сейчас возьму телефон, когда умоюсь, с вами эту тему. Там про фильмы интересные. Вам тоже их посоветую. Это вот фильмы, которые я смотрела буквально за последние несколько месяцев. Даже, может, где-то за 3. Я давно не писала никаких подборок. Вот. Думаю, вам будет интересно увидеть, услышать это от меня. Так что, если вы смотрели что-то из моего списка, обязательно пишите. Я знаю, что у многих нет Инстаграма, поэтому обсужу с вами и здесь. К этой умывашке я уже привыкла. Уже она не вызывает у меня столько эмоций по запаху. Сначала, конечно, было очень непривычно. Вот, надеюсь, ваш вчерашний день прошел отлично. Я так и не начала учить теорию, которая автошкольная. У меня очень сильно болела голова почти весь день, так что я поняла, что я приняла правильное решение, что я не буду снимать влог. Но даже страшную историю не удалось записать. Вообще была в состоянии. Но обязательно выпущу ее. Там у меня накопилось несколько интересных историй. А я знаю, как вы все любите страшные истории. Обязательно с вами не поделюсь. Возможно, даже выйдет сразу несколько видео, там, например, влог и страшная история. Уже давно так не было страшных историй, сама по ним соскучилась. Ай, что-то попало в глаз и щипет. Вот так. Так, сейчас буду наносить масочку. Наверное, сделаю вам это все под музычку, так что смотрите. Готово. Мое сооружение. Сюда ставлю камеру вот так на треножку. И сейчас пойдемте, я вам покажу. Букетик, вон он выглядывает. Прекрасный. Посмотрите, какая красота. Не знаю, как называются эти цветы. Это только бабушка у меня профи. Вау. Очень красивый такой. Разноцветненький. Думаю, вам тоже нравится. Бабушка такая молодец. Каждый раз передает мне какие-то цветочки. Ну, прелесть. Ну, прелесть. Так, еще покажу. Ладно, сейчас пойдем с вами обсуждать фильмы. Так, ну, пожалуй, начнем с десяток. Я сейчас тоже тут все
сортирую. И первый фильм называется «Не все дома». Это семейная комедия, смешная, с интересным сюжетом. Там, короче, как жена решила так сказать, дать все свои обязанности мужу, потому что он всегда считал, что это очень легко и все такое, и уехать отдыхать. И там, короче, в фильме показывают, как он со всем этим справляется, и это очень смешно. Дальше. «Синяя бездна 2». Это фильм про акул. Наверняка все видели первую часть, но вторая часть по сюжету это абсолютно другой фильм. То есть нет ни героев из предыдущей первой части, ничего. Там, короче, как девушки в аквалангах лазят по пещерам, как они справляются со всеми этими нападающими акулами. Все такое, короче, очень интересно, тоже 10 из 10. Следующий фильм «Гнев человеческий». Во-первых, это боевик. И я знаю, что боевики нравятся абсолютно не всем, но он очень интересный боевик. И я думаю, многие смотрели сериал «Бумажный дом». И всем, кто смотрел «Бумажный дом», «Гнев человеческий» тоже очень понравится, потому что там тоже идет ограбление банка, планирование ограбления банка, все такое. Да и само ограбление тоже показано. Просто суть даже не немного, а гораздо глубже, чем в «Бумажном доме». Следующий фильм «Семья по-быстрому». Это... Ну, во-первых, это характеризуется как комедия, но на самом деле это семейная драма с какими-то комедийными вот такими элементами. Там и про то, как пара берет детей из детского дома, и о их взаимоотношениях, и как дети относятся, например, к своей матери даже после того, как их усыновили, и отлично к ним относятся. Следующий фильм «Тихое место». На самом деле об этом фильме я могу говорить прям, мне кажется, бесконечно, потому что это фильм без слов, и он настолько меня поразил, вы даже себе не представляете, наверное. Очень интересный, это ужастик. Вот, но он настолько интересный, что ты не отвлекаешься вообще ни на секунду, ты смотришь настолько завороженно его, потому что все надо смотреть. Если ты хоть немножечко отвлечешься, ты можешь потерять сюжетную линию и все такое. В общем, я хочу уже посмотреть наконец-то вторую часть, я как раз вам говорила об этом. Вот. Так что вы тоже обязательно посмотрите, если еще не видели этот шедевр. Очень интересно. Думаю, вторая часть будет тоже очень интересной. Ну и последний фильм — это «Ледяной капкан». Ему я уже поставила 8 из 10. И это фильм, основанный на реальных событиях. Господи. Он очень интересный, но там есть такие моменты, на которых я просто закрывала глаза, потому что это фильм о выживании, вы сами понимаете, какие там могут быть показаны сцены. Короче, тоже безумно интересный. Там женщина с мужчиной попадают в ледяную бурю, их машину заметает снегом, и как они там выживали, и плюс ко всему еще девушка беременная. И вообще, получится ли у них выжить. Надеюсь, я вас заинтриговала, и вы его тоже посмотрите. Вот, обязательно пишите в комментариях, если вы смотрели что-то из этих фильмов, и что вам понравилось или не понравилось. Оставляйте свое мнение, в общем, и делитесь своими классными, интересными фильмами, которые вы смотрели за ближайшие несколько месяцев. Для всех, кто скучал по муравьишкам, вот они. Все живы-здоровы. Сейчас их буду поить. Опять, наверное, налью мимо. Оп. Нет, ну чуть-чуть. Ну немножко моей рукожопости. Вот они. Вот они. Скоро буду снимать видео, как я буду опять у них убираться. Видите, они вытащили свои залежи, так сказать. Тут уже у них не такой огромный склад всяких их мусора. Всякого мусора. Тут есть еще водичка, не буду подливать. В общем, все у них хорошо. Собрались мы с Дианой сегодня встретиться. И как думаете, что случилось?
сейчас фокус. Опять идет дождь. Вот по подоконнику можно увидеть. Всегда, когда мы собираемся встретиться, начинается дождь. Что такое? Почему всегда так происходит? Не видно на моей руке. Ну, в общем-то, поверьте, он идет. Вот реально, вчера не было дождя, но мы не смогли встретиться, потому что Диана была с мамой в торговом центре. И вот перенесли на сегодня. Сразу видно, что мы собрались встретиться с Дианой. Это прям закон подлости какой-то. Такая погода. Ну, что делать? Что-нибудь придумаем. Оп, как удобно-то. Короче, я уже начала краситься. Мне осталось только хайлайтер. Я так немножко. Решили посидеть сегодня у Дианы дома. У меня что-то Ай, еще локтем ударилась. Разболелся животик по понятным женским причинам. Вот. Еще у Дианы есть очень классный, прикольный, смешной попугай. Я обязательно вам ее покажу. Я думаю, вы в нее тоже влюбитесь. Правда, она немножечко дикая, но все равно очень прикольная. Вот, даже выпила таблетку. Ну, точнее, не таблетку, а детский нурофен, чтобы мне стало немножко получше. Но так получилось, что я пью его уже второй день. Вчера у меня болела голова. Сегодня заболел живот, но еще если головную боль я могу терпеть, то как болит живот вообще не могу. Так что ничего страшного, даже если я 2 дня подряд выпила нурофен, думаю, со мной не случится. Вот. Еще сегодня привезут нам стиралку с сушилкой. Я думала, мне придется дожидаться доставку, но нет, ее привезут после 6 аж. Так что родители уже будут дома. Вот, я почти готова. Сейчас надо дождаться, пока фиксатор высохнет. Осталось понять, во что одеваться. Вообще не знаю, что надеть на себя. Погода непонятная, дождя вроде уже нет. Но все равно может начаться в любой момент. Ну, хотя, в принципе, мы дома будем сидеть. Не знаю. Вообще не люблю такое состояние. Дождь еще, сыро, еще и живот болит. Не повезло нам, девочкам. Ну, что поделать. Так, я вроде готова. Просто джинсы на мне. Носочки мои любимые. И вот такая большая футболка. Там еще моя пижама валяется. Ну, вы меня извините за это. Пожалуйста, не думала, что она попадет в кадр. Вот, буду выходить. На улице пролил хорошечный такой дождь. Сейчас вроде не пасмурно, но я не взяла зонт. Надеюсь, что я не попаду под дождь. Вот видите, лужицы. Ой, почему я такой тупень, все время все забываю? Я не знаю. Та-дам, я почти приехала, вон она сидит. Здравствуйте, мадама. Так, мы пришли к Диане. И смотрите, кто тут. Привет, Герочка. Диана сказала, что она несется, и поэтому она немножко бешеная. А ты можешь на нее посветить телефоном фонариком, а то ее плохо видно? Гера, пожалуйста, не кусай меня, я тебя сама боюсь. Посмотрите, какая милашка. Она сейчас боится, у нее такой период, что она не настроение. Становится мамой, но не мамой. Да, и не любит, когда к ней в такое время подходит. Если она к нам вылезет, снимем вам. Да. Только посмотрите, какой у Дианки здесь прекрасный вид. Там вдали Останкинская башня, но из-за тумана ее Да. Видно. Смотрите, прудик. Вообще. Это какой этаж? 16 этаж. Я максимум на 13-м, кстати, была вот в домах именно. Вот такой вид красивый. И уже привыкла к 3-му своему. Красота. Вылезла красотка. Привет. Ты не будешь на меня кидаться? Малышка. Гера. Гера. А яйца ее не остались? А где они? Сейчас Диана вам покажет Герину кладку. Малыш. Ой, какая ты красивая все-таки. Гера красотка. Гера красотка, да.
Смотри, она на меня не агрессирует. Надеюсь, и не будет. Вот так поставлю. Ой, какая Гера красивая. Угар такой сидит. Она любит, когда ее фоткают. Да, Гера. Настроение, так бы она попозировала. Ты будешь звездой Ютуба. Ой, 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 куда пошла? Ой, она на меня что-то чуть-чуть шипит. Наверное, клетку охраняет свою. Да, это еще не чуть-чуть. Точнее, это еще чуть-чуть, да. Гера, я не покушаюсь на твое убежище. Сейчас надо клетку задвинуть, пока она не заползла. Ой, ой. Она тут Диану укусила, ей палец немножко прокусила. А сейчас, видите, она вроде нормально. Ну, она... Вон, я сейчас задвину, все, она больше туда не заползет пока. Она любит сидеть за клеткой. У нее сейчас такой период, она немножко тикая. Ну, хочешь, я тебя поглажу? Ой, дается. Ой! Не кусайся. Агрессор, Да всё, агрессор. не кусайся. Она не настроение, видите? Покажи ее яйца. Они не тут. Они не тут? Ну что, пойдемте, сейчас вам Диана покажет яйца. Это Герина потомство. Так выглядят яйца Кареллы. Посмотрите, какие они малюсенькие. Да, Офигеть. Они даже со скорлупой. Я думала, они мягенькие. Какие. Почему они должны быть Не мягкие? знаю. Да нет. Ничего себе. Да, ну их мы выбрасываем, там же нет птенчиков. Да. Гера участвует с нами в разговоре, вот даже поближе подошла к нам. Да. Что еще скажешь? Что еще скажешь? Как можно быть такой смешной птицей, а? Не понимаю. Что ты хочешь? Что? Пошла, такая Что у деловая. нее дела? Да, все, девчонки, пока. Обсудила с вами насущные вопросы. Нет, это не все. Нет, еще не все сказала. Я не договорила. Гера. Да. Все, посидели с Дианочкой, все обсудили, всю нашу жизнь. Вот. И идем меня провожать на автобусик. Жарко, правда, сегодня. Еще обещали дождь, поэтому мы сидели дома, а дождя не было. В принципе, у нас все как обычно, но это даже хорошо, потому что зонт я не брала. А это наши липтоны, которые мы пили. Я поднимаюсь домой. Очень устала. Мы еще долго ждали автобус, точнее, сначала ждали, потом пошли в другое место, потому что там что-то... Была какая-то проблема с автобусами, в общем-то, вот, я доехала. И там... В квартире нам наконец-то доставили стиралочку, сушилочку. Вот. Я даже вижу уже наши коробки. Тадын, мой самокатик. Ай, вот, все. Сейчас буду кушать. Уже очень хочу есть. Так что стучимся, чтобы мне открыли. Ку-ку. Ой, какая красота к нам приехала. Вы только посмотрите. Итак, моя еда. Вкусняшка. Какой же кайф после жаркого дня сходить в душ, смыть всю косметику, нанести тоник, кремушек. Чувствуешь себя, как заново родился. Сейчас, наверное, буду уже отдыхать, потому что как-то пока мы с Дианой болтали, вообще весь день прошел, причем очень незаметно, как будто мы посидели всего 2 часа, а уже был вечер. Вот. Еще покушала, вообще отлично мне. Легла я отдыхать, и меня измучил один комар. Он где-то летает, жужжит, кусает меня, поэтому я включила свет. Сейчас лягу, буду его приманкой и буду пытаться его прибить, пока он не хочет ко мне лететь. Я нигде его не вижу. Засранец. Он, кстати, меня уже кусанул. Вот. Доказательство. Ночью, видимо, залетел. Я на ночь оставляю окно открытым, потому что душно, не могу спать без окна. А, кстати, знаете, что у меня еще есть? Что я вам еще покажу, что я сегодня у Дианы забрала. Я, конечно, говорила об этом, но не показывала. В общем, это чехол
для моей камеры. Такой красивенький. Вот. Теперь можно ее везде с собой смело таскать без моего того модного слишком чехла. Вот такой тут человечек миленький. Я рада и счастлива. Блин, встала, спугнула. Я же была ловушкой для комара, чтобы его прибить. Ладно, заново сейчас буду дожидаться. Комара я так и не приманила, зато включила сериальчик. Сейчас буду кроватку расстилать и валяться, кайфовать, уже смотреть. Сериал называется «Я никогда не». 2 сезон. Вот недавно вышел. Если кто не знал и смотрел уже сериал, уведомляю вас. Что-то он не включился. Ку-ку. Реклама, главное, прошла. Сериал не включился. Бесит меня, когда так. Алло. Спасибо. Ладно, сейчас найду, может, другой сайт. Включился. Какая красотень, буду смотреть. Просто я даже через штору лежала и видела, как громыхает молния на улице. Слышите гром и дождь, ливень. Хочу застать молнию. Главное, чтобы она не ударила в меня. Зато фонарики так красиво отражаются. Офигеть, вот просто посмотрите на фонарь. Ну, конечно же, у меня потерялся фокус. Вот. Так льет дождь. Вот, была только что молния. Не знаю, будет видно на камере это или нет. Такая погодка. Вовремя я успела домой, можно сказать. Потому что вот под таким я бы вряд ли дошла. Смотрите, вон в том подъезде мигает свет. Не очень видно на камере. Но мигает. О, вы видели? Так, сейчас бы отдалить. Как же она куда-то ударилась сильно. Короче, вот такие вот... Такой вот репортаж с места событий. А я продолжаю смотреть сериальчик. Просто хочу показать вам это. Молния попала в Останкинскую башню. Я в шоке, что творится на улице. Просто. Что происходит? Фокус, как обычно. Так, красиво даже. О. Ребята, это апокалипсис. Это реально апокалипсис. Я в шоке, что творится, что происходит. Вы только посмотрите на это. Просто ветер, я даже не могу передать, насколько сильный, все сверкает. Я в шоке. Деревья просто гнутся. Небо. Сейчас заснимем молнию. Вот. Что творится? Я стою, и меня тоже качает от ветра, хотя я стою в квартире, вот прям, ну, на таком большом расстоянии снимаю.
Сейчас вам приближу их там. Потоки воды. Деревья вот в таком состоянии. И это все усиливается и усиливается. Оно, ну, как бы... Ладно, я буду закрывать окно, потому что у меня тут уже просто все мокрое. Это очень страшно, это очень страшно. Решила с вами прощаться и смотреть сериал и засыпать одновременно. Так что спасибо большое за просмотр. Погода у нас вон все так же льет, но уже не настолько сильно. В общем, сегодня мы с вами были даже в гуще апокалипсиса небольшого. Еще раз скажу, что я очень надеюсь, что вам было интересно смотреть этот влог, и что я вас очень люблю, потому что все. Я уже хочу спать, не соображаю. Все, до завтра.